Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать необычный мультиметр, как по внешнему виду, так и по возможностям. Это прибор FNIRSI DMT-99. Я любитель фантастики, особенно космической. Он мне напомнил приборы, которые показывают в «Звездных войнах». И сам внешний вид прибора, и его клавиатурный джойстик, и это необычная расцветка, и корпус не квадратный, как у большинства мультиметров. И сам дисплей напоминает прибор с самолета или космического корабля. Тут даже есть две темы оформления, которые можно переключить в настройках прибора. Вот я переключил тему, и внешний вид поменялся. И это хорошо. Надоел прибор, поменял тему, и будто новым прибором пользуешься. В нем появились функции, которые не характерны для других мультиметров этого класса. Ссылку на прибор вы найдете в описании. Если вас интересуют обзоры приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Давайте посмотрим на прибор повнимательней. Сверху на приборе находится разъем Type-C, через который мы можем заряжать прибор. Также через него можно обновлять прошивку прибора. Этот выступ показывает, где находится датчик для бесконтактного определения переменного напряжения. С обратной стороны прибора есть держатели щупов. Как обычно носит мультиметр на объект. Мультиметр в одном кармане, а щупы в другом. Здесь же мы можем закрепить щупы прибора, обмотали провода вокруг прибора, и нам достаточно одного кармана. Также эти держатели можно использовать для измерений, освобождая при этом руки. Сами держатели резиновые, чем ограничивает прибор от передвижений по столу. Кому-то может понравиться это отверстие, за которое можно подвесить прибор во время измерений или для хранения. Есть вот такая вот подставка. Так мы можем поставить прибор, но при этом прибор легко катается по столу. И если вы собираетесь этой подставкой пользоваться, то рекомендую сюда наклеить резиновые ножки. Тут находится отверстие. Я предполагаю, что оно используется для сброса при зависании прибора. В инструкции об этом ничего не сказано. Довольно большой цветной дисплей высокого разрешения 240 на 320 точек. Отображение хорошее с разных углов зрения. Тут есть защитная пленка, которую я пока снимать не буду. Рядом с дисплеем находится кнопка включения питания, которая выполняет только эту функцию, что считаю правильным решением. А вот сам клавиатурный джойстик. Кнопки подписаны так, что понятно, как прибором пользоваться. Они резиновые и не гремят при использовании. Кратко пройдемся по функциям кнопок. Средняя кнопка. Краткое нажатие, включение режима авто. Когда режим измерения прибор выбирает сам. Длительное удержание. Вход в меню, где можно задать параметры прибора, а также переключить прибор в режим записи данных или в режим мониторинга. Это довольно необычные режимы для прибора такого класса. О них поговорим позже. Сверху кнопка «Кратковременное нажатие, режим Hold». Это удержание последнего значения на дисплее, а длительное удержание – это режим REL, измерение относительных значений. Левая кнопка – измерение силы тока. Переключаются режимы измерения миллиамперы, амперы, постоянного и переменного тока. Нижняя кнопка – температура, частота, бесконтактное обнаружение переменного напряжения и определение фазы. Правая кнопка напряжение, переменное напряжение, сопротивление, емкость, проверка диодов и прозвонка цепи. Все предельно понятно по значкам на кнопках.
Снизу стандартное расположение разъемов, общий разъем, два отдельных разъема измерения тока в миллиамперах, в амперах и разъем для остальных измерений. Прибор пришел в такой красивой коробке. Визитной карточкой в ФНИРСе являются такие красивые упаковки. Вполне прибор такой упаковки можно дарить на день рождения или на какой-то праздник человеку, который увлекается техникой. Снизу коробки указаны характеристики прибора. Если они вам интересны, то можете остановить видео и изучить их. Вскрываем коробку. Сверху вот такая инструкция на нескольких языках. И что меня удивило, что есть русский язык. Она подробная. Единственное, что меня смущает, это перепутаны названия ток и напряжения. Остальное все хорошо. Рекомендую внимательно ее изучить перед использованием прибора. Хотя после этого ролика вам будет и так все понятно, как пользоваться прибором. А вот и сам прибор. Он окружен вспененным полиэтиленом, что защищает прибор при пересылке. Сам прибор был в таком пакете, который я уже снял. Вынимаем прибор вместе с уплотнителем. Тут находятся щупы к прибору. Провода довольно мягкие. На разъемах есть заглушки, чтобы они не окислялись при хранении. Вот такой шнур для подключения прибора к любому порту USB напряжением 5 вольт для зарядки. Есть еще такой желтый квадратик, который я нахожу во всех приборах от ФНИРСе. Как я понял, тут указывается, кто принимал прибор, своеобразный ОТК. Включаем прибор, нажав эту кнопку. Изначально включен режим авто. Прибор сам решает, какой режим ему включить. Недостаток этого режима. Прибору нужно время, чтобы определить, в каком режиме работать. И этим режим авто мне не нравится. Я его рассматривать не буду, так как обычно не использую. Более профессионально выбирать режим измерения вручную. Нажимаем правую кнопку. Включается режим измерения постоянного напряжения. В этом режиме прибор измеряет напряжение до 1000 вольт. Подключаем щупы к прибору. Будем измерять напряжение от лабораторного источника питания. Мы видим, что есть погрешность. Даже при выключенном блоке питания 27 милливольт показывают наши приборы. Для сравнения я подключил еще дополнительный прибор, которым я в последнее время пользуюсь и ему доверяю. И смотрим, что прибор от ФНИРСе и данный прибор показывают одинаковые показания. Давай включим. Вот я включил 1 вольт. Наши приборы показывают одинаково. 1,18 вольта. Прибор сам определяет пределы измерения. Нажимаем клавишу Hold, и наши показания замораживаются. Вот я отключаю блок питания. Данный прибор показывает, что напряжение падает. А в нашем приборе напряжение осталось на дисплее. Нажимаем еще раз, и удержание сбрасывается. Включаем. И у нас опять оба прибора показывают 1,17 вольта. Удерживаем длительно кнопку и переходим в режим замера относительных значений. Данное напряжение, которое показывает этот прибор, является опорным. Если мы поднимаем напряжение, то напряжение на этом приборе отстает от данного на 1 вольт. То есть значение напряжения на этом приборе относительно опорного 3 вольта. Хотя реальное напряжение с блока питания идет 4 вольта. Опять длительно удерживаем клавишу. И режим относительных измерений сбрасывается. И оба прибора показывают одинаковое напряжение. Обращу внимание, что в данном приборе нет ручной настройки пределов измерений, только автоматическое определение во всех режимах работы прибора.
Нажимаем еще раз эту кнопку, и прибор переключается в режим измерения среднеквадратичного значения напряжения переменного тока. Данный прибор измеряет значение до 750 вольт. Давайте замерим напряжение в розетке. Вы это напряжение видите. Сравниваем показания приборов. Они приблизительно похожи. Разница 0,2 вольта. Не забываем, что при замере больших напряжений следует соблюдать технику безопасности. Нажимаем кнопку еще раз и переходим в режим замера сопротивления. Давайте замерим сопротивление резисторов номиналом 1 кОм. Замеряем. 991 Ом. Следующее 992 Ома. Тут 1 кОм ровно. 996 Ом. Сопротивление прибор замеряет быстро и точно. Погрешность прибора по всем видам измерений вы можете посмотреть в характеристиках. Нажимаем кнопку, и мы можем замерять емкости. Давайте замерим емкость керамического конденсатора номиналом 220 нанофарад. Снимаем возможный заряд, подключаем конденсатор. У нас показало 216 нанофарад. Причем прибор это сделал быстро и точно. Отклонение 2% это в пределах допуска. Давайте замерим емкость электролитического конденсатора номиналом 47 микрофарад. Сбрасываем возможный заряд. Подключаем конденсатор, соблюдая полярность. У нас прибор показал 49,6 микрофарад. И при этом немного задумался, что является нормальным для конденсаторов большой емкости. То, что емкость конденсатора оказалась немного выше заявленной, это хорошо. Хуже, если показания будут намного меньше. Значит, в конденсаторе высох электролит, и его пора выбрасывать. Нажимаем еще один раз. И переходим в режим прозвонки и проверки диодов. В режиме прозвонки прибор работает довольно быстро. Включается звуковой сигнал, если сопротивление меньше 50 Ом. Где-то через секунду после замыкания контактов отображается сопротивление этой цепи. Ведет прибор в этом режиме довольно достойно. Давайте проверим синий светодиод, так как для его зажигания нужно максимальное напряжение. Подключаем. Светодиод светится довольно ярко, и прибор показывает 2,5 вольта. Если мы перевернем светодиод, то прибор показывает OL, что означает, что мы включили в обратном направлении. То есть с помощью прибора мы можем проверить целостность диода, прямое напряжение на PN переходе и его цикалевку. Нажимаем еще раз. И опять попадаем в замер постоянного напряжения. То есть этой кнопкой параметры переключаются по кругу. Нажимаем левую кнопку и переходим в режим замера тока в миллиамперах. При этом тут отображается постоянный ток. На этом пределе можно замерять токи до 1 ампера, но не больше. Иначе внутри прибора сгорит предохранитель и его придется менять. Где он находится, я покажу позже. Я подключился к лабораторному источнику питания. Поставил ток пол-ампера. У нас провода подключаются таким образом. Два прибора подключены последовательно, и они показывают приблизительно равные показания. Отличаются на 1 миллиампер. Вполне возможно, что не совпадает показания источника питания и данных приборов потому, что тут большие наводки, и из-за этого есть погрешность при измерении. Мы можем подрегулировать ток. Вот 300 мА, 200 мА, вот 900 мА. Нажимаем левую клавишу, переставляем провода, и мы можем замерять амперы. Я поставил на источники питания 3 ампера. У нас прибор показывает 3 ампера с точностью 1%.
Данный прибор показывает практически то же самое. Обращаю внимание, что в этом режиме мы можем замерять токи до 10 ампер. При превышении этого тока внутри прибора сгорит предохранитель. Дальше у нас измерение переменного тока в миллиамперах и переменного тока в амперах. Нажимаем нижнюю кнопку и переходим в режим замера температуры. К сожалению, мультиметру в комплекте термопары не было. Сейчас прибор замеряет температуру внутренним датчиком. Но с термопарами прибор тоже работает, если подходящую термопару взять с другого прибора. Нажимаем еще раз и переходим в режим измерения частоты. Вот я держусь за щуп прибора, и прибор показывает частоту 50 Гц. Это наводки на щупы прибора. Вот я подключил генератор испытательных сигналов, поставил частоту 100 Гц. И у нас прибор также отображает 100 Гц. Вот я могу поднять 200 Гц, 300 Гц. Можем сделать кратную 310 Гц, 320 Гц. Скважность сигнала прибор не показывает, а частоту показывает довольно точно. Нажимаем еще раз, и прибор переходит в режим бесконтактного определения напряжения. Вот я приближаю прибор к монитору. Он начинает чувствовать переменное напряжение, и прибор подает звуковой сигнал. Если отпустим, то прибор сигналов не чувствует. Эта функция позволяет проверить провод или устройство под переменным напряжением 220 вольт или нет, перед тем, как заниматься ремонтом. Искать проводку в стене не рекомендую. Для этого есть специальные приборы. Нажимаем еще раз и попадаем в режим определения фазы. Чтобы определить, есть ли фаза в розетке, включаем шнур в эту клемму, держим сам прибор и подключаем щуп. Если фаза есть, то прибор так сигнализирует. Если это нулевой провод, то прибор показывать ничего не будет. Не обращаю внимания, что прибор обязательно нужно держать, потому что если мы так просто подключим провод, то прибор реагировать не будет. Но если мы его будем держать, то он покажет фазу. Нажимаем среднюю кнопку и переходим в настройки прибора. Мы видим, что сейчас прибор работает в режиме монитора или в обычном режиме. Можно переключить прибор в режим записи данных или в режим мониторинга, но об этом чуть позже. Жмем кнопку вниз. Тут настройки мониторинга, об них расскажу позже. Жмем еще раз и переходим в запомненные значения в режиме записи данных. Тут запоминается 30 значений. Чтобы их все посмотреть, жмем правую кнопку. И мы можем их перебирать. Возвращаемся в меню, переключаемся и попадаем в системные настройки. Жмем левую клавишу и мы можем поменять тему оформления. Нажимаем среднюю кнопку и у нас тема оформления поменялась. Возвращаем прежнюю тему. Мы можем выбрать язык. Выбор небольшой, оставляем английский. Дальше правой кнопкой мы можем отрегулировать яркость. Переключаемся. Тут можем выбрать градусы или фаренгейты. А тут мы можем выбрать задержку при срабатывании автовыключения. Давайте поставим 20 минут. Выходим, нажимая левую клавишу. Здесь мы можем сбросить прибор к заводским настройкам. А тут информация о производителе и номере версии прошивки. Мы возвращаемся, переключаемся в режим записи данных, выбирая рекординг и длительно удерживаем среднюю клавишу. Как видим, прибор сейчас замеряет помехи. Снизу отображается минимальный и максимальный уровень сигнала. На данном графике указывают все уровни измеряемого сигнала в течение 30 секунд. Если нажать среднюю кнопку, то мы сохраняем измеряемое значение.
Таких параметров за раз мы можем запомнить 8 значений, а потом по кругу они будут перезаписываться. Сейчас включен контроль за напряжением, но можно контролировать практически все параметры. От миллиамперы, амперы. Мы можем температуру, частоту контролировать, а также можем контролировать вольты, постоянные переменные, сопротивление, емкость. То есть можно контролировать практически все параметры, замеряемые прибором, и записывать их в память. Работа в этом режиме похожа на работу регистратора параметров. Но в профессиональных регистраторах график можно запомнить. Есть сетка для оценки времени и уровня сигналов. По сравнению с осциллографом, прибор может замерять не только напряжение, но и другие параметры. Главное назначение этого режима – это фиксирование значений памяти прибора в реальном времени. Нажимаем длительно среднюю клавишу и возвращаемся в меню. Здесь мы можем посмотреть замеренные значения, причем последние значения располагаются сверху. Выбираем режим мониторинга. Предварительно мы можем выставить значения, которые мы собираемся мониторить. Нажимаем левую клавишу. Здесь мы можем задать максимальное и минимальное напряжение, максимальный и минимальный ток и максимальную и минимальную температуру. Настраивается значение клавиатурным джойстиком. Причем каждый разряд можно настраивать раздельно. Вот таким образом перебираются значения. У меня выставлено контроль значения напряжения от 210 до 244 вольт. Нажимаем среднюю клавишу. Снизу отображаются значения, которые мы установили. Так как у нас напряжение сейчас 0, у нас отображается левый синий сегмент, что означает, что напряжение ниже заданного. Давайте подключим розетку. Я подключил розетку, и у нас напряжение находится в заданном диапазоне и отображается средний сегмент. Если оно упадет ниже 210 вольт, то отобразится данный сегмент и будет звучать сигнал. Если напряжение будет больше 244 вольт, то отобразится данный сегмент и будет звучать звуковой сигнал. Давайте посмотрим, что внутри прибора. Для этого нам нужно открутить вот эти 4 винтика. Внутри находятся защелки, поэтому крышку нужно поддевать. Так выглядит прибор изнутри. Довольно хорошая сборка. Внутри аккумулятор на 3,7 вольт и 1500 мАч. Вот у нас находятся предохранители, которые, если сгорят, то нужно поменять. Вот микропереключатель напротив отверстия, который я показывал в начале. Думаю, что этот микрик предназначен для устранения зависания прибора, если это произойдет. Остальная электроника интересна только для ремонтников этих приборов. Я на этом останавливаться не буду. Посмотрите, какая тут качественная пластмасса. Вот я пытаюсь ее сжать, она довольно крепкая. А вот сами защелки, которые мешали нам вскрыть прибор. Собираем прибор. Подведем итоги. Довольно необычный и приятный на вид прибор. Основные функции, необходимые электрикам и электронщикам, в нем есть. Также есть и дополнительные функции. Хороший цветной дисплей, навигация по прибору понятна и работать с ним приятно. Аккумуляторное питание позволяет пользоваться прибором без покупки батареек. Лично мне не хватает ручного управления диапазоном измерений, которым можно более гибко получать показания прибора. Также мне не хватает чехла, в котором хранить прибор и ходить с ним на объекты. Я сохраню коробку и буду первое время ходить с ней. Потом, может быть, заберу чехол от другого прибора. Не хватает термопары, чтобы полноценно замерять температуру.
Свои впечатления об этом приборе оставляйте в комментариях. Если у вас остались вопросы по прибору, то пишите также в комментариях. Их можете задать поставщику прибора. Ссылку найдете в описании. Поделитесь видео с теми, кому эта тема интересна. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.